Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Анастасия. И если это первое видео, которое вы смотрите на моем канале, добро пожаловать! Здесь мы изучаем русский язык. Русский язык и все, что связано с русским языком. Сегодня я хочу поговорить про числительные. Числительные — это слова 1, 2, первый, второй и так далее. Но хочу поговорить про числительные, которые мы используем, когда говорим про время. Наверное, вы знаете, что если я спрашиваю вас, во сколько ты встаешь или во сколько ты завтракаешь, мы отвечаем, я встаю в 7 часов, я встаю в 8, или я завтракаю в 8:30. Я завтракаю в 7:30. Мы используем простые формы, да, то есть 7, 8, 9, 10, 11, 12. Если мы говорим про вторую половину дня, то есть после 12 дня, когда в английском можно сказать PM, например, 1 PM, в русском языке мы тоже можем говорить просто час, в час дня. И это будет значить 1 час, то есть 13 часов, или в 2 часа дня, или в 5 часов вечера, в 6 часов вечера. Но, конечно, если это аэропорт или вокзал, то будут использовать полную форму, будут говорить 13:45 или 18:50. То есть не будут говорить 6 часов вечера. Нет, в аэропорту или, например, в каких-то, может быть, даже в поликлинике, в таких официальных местах будут использовать 24 часа формат, да? Не 12 часов, а 24. Но сегодня особенно хочу поговорить про такие случаи, когда мы используем родительный падеж, genitive case, когда мы используем родительный падеж с числительными, со словами, которые означают число, время, количество. Например, если я говорю, что я работаю мы говорим с 9 до 6. Мы используем genitive case, мы используем родительный падеж. Да, цифры, да, числа тоже имеют формы падежей. И я сегодня хочу взять все слова, которые мы используем, когда говорим про время, и показать, как это работает в родительном падеже. Например, если что-то начинается что-то в час и заканчивается в 2, то это будет с часу до 2. С часу до 2. Итак, мы пройдем до 12. Итак, с часу до 2, с 2 до 3, с 3 до 4, с 4 до 5, с 5 до 6, с 6 до 7, с 7 до 8, с 8 до 9, с 9 до 10, с 10 до 11, с 11 до 12. Если у нас есть 30, да, вот half past в английском, и в русском мы говорим 30 часто, просто, например, 12:30 или в 2:30. Когда мы, например, начинаем работу в 8:30 и заканчиваем работу в 5:30, то мы тоже эту цифру 30, берем это слово 30, и в родительном падеже, genitive case, мы говорим 30. Например, он работает с 8:30 до 5:30. То есть вот такие формы этих слов, слова, которые означают число, цифру или какой-то номер, это
числительные. Итак, мы их используем в родительном падеже. Чтобы попрактиковать, напишите в комментариях, со скольки до скольки вы работаете, или если вы не работаете, например, что вы делаете со скольки до скольки. Может быть, вы гуляете с собакой с 8:30 до 9:30. Конечно, когда мы пишем, мы обычно пишем цифру, мы не пишем полное слово. Но когда мы говорим, нам нужно знать правильную форму, нам нужно знать эту грамматику. И поэтому сейчас для практики напишите в комментариях предложение или два предложения, где будет эта форма. Например, я работаю с 9 до 5. И, конечно, мы обычно понимаем, что это значит с 9 утра до 5 вечера. Но если вы хотите, чтобы человек точно, 100% понял, что вы говорите вот AM to 5 PM, то вы можете сказать утра и вечера. Спасибо за внимание, увидимся в следующих видео, жду ваши примеры в комментариях. Пока-пока.